Около десятилетия назад вес Майры Лизбет Росалес бил все мыслимые и немыслимые рекорды. Мексиканка считалась самой тяжелой женщиной в мире с официальным показателем в 500 килограммов. С тех пор ее жизнь круто изменилась. Майра была для многих жутким примером того, что будет, если не следить за своим весом и поглощать вредную пищу в огромных количествах, ни капли не заботясь о своем здоровье. Через годы она сумела преодолеть себя, добиться фантастических результатов и превратиться из негативного примера в символ силы духа. Но до хэппи-энда этой истории женщине предстоял сложный путь. Говорят, человек привыкает ко всему. Вот и грузная Майра привыкла к сложностям, которые вызывал ее грандиозный вес. Все дни мексиканка проводила в заточении в собственной квартире. Но и в стенах дома женщина не могла передвигаться без посторонней помощи. Что уж там сказать, с ее 500 килограммами даже лежать было тяжело. На счастье Майры, рядом с ней всегда был муж. Любящий супруг регулярно в течение дня массировал отечное тело жены. Из-за неимоверной степени отечности во время процедуры из-под кожи буквально выделялась жидкость. При этом Росалес и не думала завязывать с поеданием фастфуда в промышленных объемах. Жизнь в полной обездвиженности, без всякой возможности выходить на улицу и видеть мир вне четырех стен, как будто устраивала женщину. Однообразную жизнь, которая, казалось, просто стоит на месте, разрушила трагическое событие в семье – смерть племянника. Причем, вину за гибель мальчика взяла на себя сама 500-килограммовая Росалес. Однажды женщина позвонила в полицию и призналась в непредумышленном убийстве сына сестры. Майра заявила, что по случайности задавила ребенка рукой. СМИ с радостью подхватили сенсацию и раструбили на весь мир историю полной женщины, которая оказалась детоубийцей из-за своего огромного веса. Однако по результатам судебно-медицинской экспертизы стало ясно, она просто не в состоянии поднять руку настолько, чтобы нанести травмы кому-либо, даже маленькому существу. Что кажется довольно ироничным в этой ситуации. На самом деле во всем была виновата сестра Майры, сама мать мальчика. Она уговорила женщину взять вину на себя, мотивируя тем, что Росалес с ее тяжелым весом и проблемами со здоровьем просто не посадят в тюрьму. Когда обман раскрылся, родственнице Майры дали 15 лет заключения. Семейная драма стала мощным толчком к переменам в судьбе мексиканки. Именно в этот момент она решила взять жизнь в свои руки. Майра начала свой процесс превращения в нового человека и прошла его до конца. Женщина легла под нож хирурга, сделала серию операций по удалению жировых отложений, лишней кожи и резекцию желудка. Так она избавилась от 200 килограммов. Под присмотром врачей и диетологов Росалес стала следить за питанием, а как только позволило здоровье, добавила физические упражнения. Результат, которого достигла Майра, шокирует даже больше, чем ее вес в недалеком прошлом. Женщине удалось сбросить аж 408 лишних килограммов. В 2015 году Росалес пригласили в Россию, чтобы она поделилась своей историей на ток-шоу «Пусть говорят». Похорошевшая, стройная мексиканка сияла гордостью и хвасталась достижениями. Кстати, Майра призналась, что бросила супруга, который ухаживал за ней, когда женщина весила рекордные 500 килограммов, чем вызвало осуждение гостей в студии. О причинах разрыва отношений с заботливым мужем мексиканка распространяться не стала. Однако заверила, они с бывшим остались добрыми друзьями и продолжают общаться. Сейчас Майра – счастливая, уверенная в себе, здоровая и энергичная женщина, которая радуется каждому дню. А с любимым когда-то фастфудом покончено навсегда, утверждает Росалес. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.